Всем привет! Забрала дочку с балета. Это вот справа наши классы. Мы здесь занимаемся балетом. И еду в сторону тренажерного зала. Там я ее сдам в детскую комнату на 3 часа. И пойду заниматься спортом. Вчера в комментариях прозвучало, что у меня скучные видео. Что я могу по этому поводу сказать? Дело в том, что вот такое вот видео, которое я сейчас записываю, просто включив камеру, потом без обработки выгрузив на Дзен, такое видео почему-то собирает больше просмотров, чем те видео с дрона, которые мне приходится обрабатывать по несколько часов. Я уже не говорю о том, что дрон еще надо где-то запустить, туда доехать, где запустил, при этом нервничать, что он может потеряться. Поэтому мои видео будут сочетаться с теми видео, где я летаю на дроне. То есть они будут идти вперемешку, дабы не было пробелов. Завтра хочу сходить в супермаркет, показать резиновую еду, которую мы едим, объяснить, что такое ГМО, что такое не ГМО. А то за нас тут все переживают, что у нас тут черти что продается в супермаркетах. Я единственное могу сказать, что вот пожив здесь, а когда приезжаю в Москву, мне очень сложно есть еду, купленную в российских супермаркетах. Вот абсолютно какой-то другой вкус. Не знаю, здесь даже молоко вкуснее. Окей, стикерс, окей. Дочка у меня, как всегда, просит стикерсы. Вот. Окей. Так что завтра будет более интересное видео. По поводу видео с дрона, они у меня есть. Их надо просто снять, скачать и обработать. Вот, кстати, здесь тоже есть симпатичные домики на углу. Конечно же, место расположения не очень, но они подешевле, чем те, которые возле океана. А вот тут вот есть комплекс апартаментов. Апартаменты здесь можно снять где-то от $1500 в месяц. По поводу полицейских, ну не надо передергивать. Не надо думать, что они прям все такие идиоты, которые сразу стреляют на поражение. Ну, просто. У нас был инцидент. Дело в том, что у нас соседский дом сдается китайцам. И они парковались на наших местах. То есть там вторую машину ставить было некуда. Я заказал на eBay знак. No, don't block parkway. Ну, чтобы там никто не парковался. И reserved for disabled. Ну, то есть 2 знака поставила на нашем участке, чтобы можно было самим парковать машину. В общем, они где-то месяц у нас стояли. Тут кто-то звонит в дверь. Муж по громкой связи говорит: уходите. Она типа: не могу, сейчас дома никого нет. Кто-то там продолжает звонить настойчиво. Муж говорит: я что-то неплохо сказал. Типа: дома никого нет, уйдите. Начинает кулаком бить в дверь. А муж в душе был. Он там полотенце накрутил, выходит. А там сосед с камерой. Мужик с камерой, сосед. И снимает его сразу. Типа говорит: у вас тут знаки стоят незаконно. Он говорит: типа, у нас тут все законно. Типа, давай отсюда звездуй. И вызвал полицию. Муж мой вызвал полицию. Приехала полиция, он объяснил эту ситуацию, а мы не могли понять, откуда этот мужик. Мы там потом разобрались, что, оказывается, у них там 3 дома, один они сдают. И я села в Мерседес свой, поехала, и смотрю, внизу он там бегает, мужик такой нервный. Ну, видишь, что полиция приехала. Я развернулась, доехала до дома, открыла окно, показываю: вон он там, они такие стоят, улыбаются. Кстати, здесь все полицейские, как на подбор, все такие красавчики. Вот реально. И, кстати, что девушки, что молодые люди, все такие и в теле, и на лицо симпатичные. Стоят, улыбаются, типа: езжай, мы разберемся.
Руки они всегда держат на поясе. То есть, когда они куда-то приезжают, они в руках не держат оружие, они держат руки на поясе рядом с оружием. И я там бегала по дому, они всегда внимательно, один разговаривает, а второй внимательно смотрит за тем, что происходит в доме. Да, мало ли, там бегаю, а вдруг я выхвачу пушку и решу их расстрелять. Поэтому один стоит, общается, а второй внимательно следит за обстановкой. Вот. Так что полицейские здесь абсолютно такие же люди, как и все остальные. Да, у них есть должностные инструкции на тех каких-то случаях, которые происходят в неблагополучных штатах, районах, о которых пишет Павел. Я таких не читала и не слышала. Как вы понимаете, от ошибок никто не застрахован. Недавно был случай, когда сотрудник ДПС прострелил голову парню потом умер. Это в России произошло. Он сам не ожидал, он в шоке был. Поэтому, а сколько погибает от пыток, от допросов или вообще по невыясненным причинам в российских СИЗО. Типа сам пошел повесился, да? Как господин Березовский, с кучей миллиардов пошел, залез сам в петлю. Это как, знаете, тут же всю недвижимость купили китайцы, и когда идешь гулять по берегу океана, там гуляет этих много китайцев, которые эти купили дома по 15, 20, 25 миллионов долларов. Они все, абсолютно все гуляют в масках. Почему в масках? Потому что как муж говорит, денег наворовали в таких количествах, теперь жалко умереть. Ну, вот так вот примерно и получается. Так, мне, наверное, на Мултон надо повернуть. Что-то, мне кажется, я опять куда-то не туда поехала. С вами заговорилась. Куда еду? Зачем еду? Что-то, мне кажется, я куда-то не туда заехала. Нет, все правильно оказалось. Кстати, на светофоре, когда опять прицепляла телефон, я отвлеклась. А вот эта вот машина впереди, она сначала поехала, а потом вдруг резко решила остановиться. А я смотрела в этот момент на телефон. И у меня сработал автоматический брейк. Он достаточно агрессивный, но машина сама остановилась. Вот, и не въехала взад этой машине. А вот, например, Тесла, там вообще она автоматически регулируется. Там можно включить автопилот, и машина сама тебя будет вести. Я не знаю, насколько это безопасно. Я бы, наверное, не рискнула. Народ вот этим вот автопилотом на Тесле пользуется с большим удовольствием. Вот такая тут, кстати, зеленая природа. Потому что многие комментаторы пишут, что мы тут живем в пустыне, у нас тут все плохо. Не знаю, тут самый благоприятный климат на земле, на мой взгляд. Особенно для пенсионеров. Здесь вообще вот лучшего климата не придумаешь. Это мы уже подъезжаем к нашему джиму. Что-то прям такой трафик сегодня. Опять не успею на зеленый свет проехать, я так чувствую. Нет, успела. Что там? Опять у нас дорогу ремонтируют. Вот, кстати, этот свежий положенный асфальт. Вот. Помните, да, его перекладывали. Я записала вторую часть видео и так и не выложила. Все некогда. Хотела объединить, выложить. И вот наш тренажерный. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.